Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Листы Гейм. Сегодня у нас на обзоре советская ПТ-САУ 6-го левела Су-100. Да, вот с такой вот неповоротной рубкой. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, и начинаем, конечно же, с бронирования. Итак, коллежная модель нашей Су-100. Давайте глядеть. НЛД 60, картон. А центральная часть, стык между НЛД и ВЛД 124. Ну, как для 6-го левела, нас, по сути, даже здесь могут пробить обычным типом снаряда, не голдовым. Вот, здесь у нас рубка 102, вверху 110. Ну вот, маска 139, вот вокруг маски 144. 134, кругляк 110, 196, 160. Ну, маска здесь, да, крепкая. Она где-то закрывает, наверное, четверть рубки, ну, чуть поменьше, да. Здесь есть броня. Основная бронеплита рубки, конечно, слабовата. Будут ее одноклассники, по сути, пробивать даже обычным типом снаряда, не голдовым. Но если вы довернете, там что-то такое, там, да, сможете, то, естественно, ну, не сильно все равно увеличивается. Сильно не довернете, а чуть-чуть довернете, ну, много брони не прибавится. В целом, все равно это кустовая ПТ-САУ. Еще такой замечательный, кстати, люк у нас появился на 45 миллиметров. Вот так вот. Броня картон. Так, броню посмотрели, выяснили, брони нет. По сути, кустовая ПТ-САУ, хотя написано поддержки, да, поддержки так и есть. По основным модулям. Нам нужна подвижность, на месте крутиться обязательно, у нас башни нет поворотной, поэтому обязательно качайте топовый двигатель, топовую ходовую, это не обсуждается. Топовую рацию выкачивайте, нам нужна связь с союзниками, которые нам будут светить, да, для нас, поскольку мы поддержки ПТ-САУ, да. Нас интересует топовое орудие, ПТ-САУ у нас 6-го левела, а пушечка у нас аж целого, ребята, да-да-да, 7-го, это приятно. В один уровень разница все равно хорошо. 390 альфа, огонь, 175 пробития на основном, 217 на голде. Для своего уровня очень хорошо, но долго заряжается орудие. На стойке 12,8, ДПМ 1828, 0,43 точность не самая лучшая. Нужно улучшать оборудованием, перками, возможно, инструкциями. И не самое супер прям комфортное время сведения 2,9. Увы. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем облегченную ходовую. В четвертом блоке притирку 6 и наведение. У нас жутко некомфортное время сведения. И 5 это в пятом блоке настройку инжектора качаем. По снаряжению я рекомендую, у нас в принципе неплохая заметность, поэтому рекомендую поставить все на пушку, на точность, на ДПМ, поставить там улучшенный прицел, досел и вентиль. Must have. По снарядам основной бронебойный, скорость полета снаряда 780, не самая супер быстрая скорость. Вот, голда подкалиберная летит 975, это уже хорошо, это уже хорошо. Осколочно-фугасная летит 780, как и ББХ. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Ребята, штурмовая, ну не штурмовая, ПТ-САУ поддержки, она же кустовая, все это воедино. Вот, по огневой мощи плюсы и минусы. У нас неплохая голда, скорость полета снаряда, неплохое пробитие, как для этого левела на основном снаряде, но скорость полета снаряды медленные. Плюс у нас практически нет УВН, минус 6 это ни о чем. Вот это минус. По снарядам, вот по голдовому вообще хорошо по скорости полета. 0,38 точность не самая лучшая. То есть стрелять через всю карту у вас там точно не получится, глазу воробья. Вот, 2.74 время сведения тоже такое погранично неприятное. Поэтому вот эти моменты я максимально попытался улучшить. Но у меня еще здесь штрафы. У меня экипаж не переобучен на 100%. Возможно, у вас здесь будет гораздо лучше. Тут будет 2.7, а здесь будет, сколько у нас потери? Вот, 0.34. Вот если бы у нас наводчик и командир был переобучен на 100%, то есть я его переобучил на эту ПТ-САУ экипаж, но не съездил там достаточное количество боев, не раскачал экипаж. Точность у вас будет 0.34, я буду играть с 0.38 потерь. Вот. Касаемо ХП, 650 соответствует левелу.
более-менее. По мобильности 50 вперед, 14 назад, 15, ну почти 16 лошадей на тонну. Вроде все цифры хорошо, вот странность по всей этой ветке по ТСАУ очень медленно набирает в цифрах, все хорошо. По факту очень медленно набирает максималку. Прям супер подвижности нету. По незаметности 26% у меня перк незаметность. Я только пересадил СО-85. А до этого вообще, если ты экипаж сидел на ПТ ОМОНе, у нас нету перка незаметности, поэтому 26. Раскачать до 34-36 точно можно. Вот, по обзору мы слепые, 377 метров, у нас на обзор нет ничего, будем играть по засвету наших союзов. Но в целом, как для ПТшек 6 левела, 377 это не прям дно, это более-менее. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что Су-100 способна в реальном бою. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас Су-100. К сожалению, не самая лучшая карта выпала нам для обзора боем. У нас рубка неповоротная, карта рельефная, и тут на самом деле для такого типа ПТСАУ не так уж много нормальных мест для отдыха. Пока непонятно, что у нас будет с горой, поедем, наверное, все-таки направо. Помним, что броня у нас посредственная. Вот. Сетап у нас против семерок, что на левел старше, и это плохо, да. Гору мы, походу, брать не будем. Гору мы отдали. Гора уже не наша. Отбили, но это у нас такой угол приведенной брони получился. Так бы не отбили. Блин. Проехал он бесплатно. Пока это не так, вперед не хотят? Не хотят. Нет, хотят. Глупенькие. Взял, выехал зачем-то. Умер, так сказать. Так, ну еще одну тычечку до плана и уже хорошо. Пробитие делай. Ну-ка, заряжайся быстрее. Отбили. Отбили. О! Хорошо, сочно-то как. Ребят, двух дали. Все, имба, всем качать. Голду заряжаем. С АТ-8 так не справится просто.
Так, нам еще подсветить бы, было бы вообще хорошо. Хелка чего-то хочет. Хелку поехать дать больно. Тут он охреневает. Паруемся в Хелка-то. Ну, ребят, 2300 для 6-го левела это сверх настрел. Все, уничтожен. Ребят, почти 3К на шестерочке. Ну, вы должны понимать, что мы просто исполняем что-то. У меня дартов будет держать нельзя. Арта нам все испортит. Что там удумали, изверги? Меня маленького убивать, да? Броня не пробита. Броня не побрита. Не пробиваю. Убьет. По идее, все равно наша победа. Ребят, 300 дали. В любом случае мы крутые. Играли со старшими левелами. Не пробил. Вы понимаете, маркер даже зеленым горел, я не пробил его. Ты посмотри, он сейчас еще и затащит бой, гаденыш. КП-то у него прилично, имба маленькая. На 7-м, Black Prince же 7-й, по-моему, да, 7-й. 3 фрага у него. Блин, голдой не пробивался, вот. Засранец-то, а? И в башне я вот так нормально вроде сёк. Ну мы сейчас по захвату выиграем. Да. Спускается. Но он все равно не успевает. Он все равно не успевает. Он очень медленный. Он просто даже банально не успеет доехать. Стой ты, куда ты едешь? Сейчас захват собьет. Стань просто за камень и все. Он не успеет приехать, что ты, успокойся. Ребята, по нашей ПТ-САУ на своем уровне она нормально играется. Да и нормально играется на голде, да, на голде против 8-го левела. Вот, все. Захватили мы базу. Ребята, 3К на шестерке, извините, старались, потели. Даже, по-моему, еще в атаку пошли. Но против того же самого Black Prince у меня пробития на голде не хватало. Странно, даже в борт не пробил. Хотя маркер прям я четко видел, горел зеленым цветом. Ну ладно. По ПТшке, у этой ПТшки уже есть, в отличие от предыдущих левелов, там, если сравнивать с 5-кой, с 4-кой, которые обзоры уже ранее прошли, у нас есть хоть какая-то что-то там броня, но она такая, больше она больше вас толку будет сбивать, вы будете думать, что у вас там хоть что-то есть, иногда будете танковать.
Вот я танковал, да, у меня есть натанкованный опыт в этом бою, но я танковал за счет того, что я доворачивал корпус, и приведенная броня изменялась, за счет рикошета меня не пробивали. Но если будут стрелять в руку под прямым наведением, ничего она не держит, эта броня. Кстати, мастера нам, ребят, начислили за этот бой. Крутяк, все, мы мастероса взяли. А в бою заняли, естественно, первое место по урону. Смотрите, сколько наши настреляли. 200, 300, 500, 600. У нас 11 танков дало в бою меньше 1000 урона. Мы 3 наковыряли. Вот вы и думаете. Хорошая ПТшка. Вот по оборудованию все на пушку. Точность великолепная у данной пушечки. У топовой, да, вот с таким оборудованием. Тачки я ставлю, ну, наверное, твердая 4 точно можно для ее левела. Опять же, по игре с одноуровневыми противниками. Вот. Это важно. Ребята, кто качает ветку или есть эта ПТшка в ангаре, пишите свои комментарии под видео, как вам это ПТ-САУ, какое вы используете оборудование. Мне нравится, хорошая машина. От УВНов бы нам побольше бы дали, был вообще хотя бы минус 7. 1 градус прошу, минус 7 уже минимальный комфорт. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.